Магазинный лаваш и рядом не стоял с домашним. Если вы хотя бы раз его пробовали, то понимаете, о чем я. Так что сегодня готовим тонкий армянский лаваш в домашних условиях. Нежный и очень ароматный. Если интересно, продолжайте смотреть. Да, купить готовый лаваш в магазине куда проще, чем сделать его самостоятельно. Но стоит приготовить его однажды, почувствовать податливость теста, раскатать его до прозрачной толщины, а затем вдыхать аромат, пока лаваш выпекается. Поверьте, с таким удовольствием не был съеден еще ни один лаваш в вашей жизни. Возьмите его с собой на шашлыки, готовьте с ним домашнюю шаурму. Да даже самая простая магазинная сосиска на костре, завернутая в такой лаваш, становится многократно вкуснее. Если еще с домашним кетчупом, то можно и без сосиски. Список ингредиентов к рецепту будет в конце видео и в описании. Ставьте лайк, чтобы сохранить себе этот рецепт, и подписывайтесь на мой канал «Жизнь вкусная». И нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых вкусных видео. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко. Лаваш – это невероятное разнообразие всевозможных блюд, начиная от многими любимой домашней шаурмы и заканчивая какими-нибудь сладкими ленивыми пирогами, штруделями и разнообразной выпечкой. Без лаваша не обходится ни одна вылазка на природу. К шашлычкам, кебабчикам это идеальный компаньон. Ну а для праздничного стола можно придумать такое огромное количество закусок из лаваша, что голова идет кругом. Так что если лаваш вы еще никогда самостоятельно не готовили, сделайте это хотя бы раз. Приготовьте и влюбитесь. Потребуется 250 граммов муки, 125 граммов воды, по 1 чайной ложке соли, сахара и сухих дрожжей, а также 25 граммов растительного масла. Тесто для своего лаваша я добавляю дрожжи. Мне очень нравится тот хлебный аромат, который они ему придают. По этому же рецепту можно приготовить лаваш без дрожжей. Кстати, именно вариант без дрожжей вошел в мою книгу про выпечку хлеба и с разными рецептами несладкой выпечки. Слегка подогрейте воду, чтобы рука чувствовала мягкое тепло. Добавьте в воду дрожжи и сахар. Перемешайте, чтобы дрожжи и сахар растворились. Оставьте дрожжевую воду для активизации на 15 минут. На поверхности образуется пышная пена. Вы можете также использовать свежие дрожжи, их необходимо 9 граммов. Перемешайте активную дрожжевую воду. Готовим тесто. В миску всыпьте муку, соль, влейте дрожжевую воду и растительное масло. Нужно смешать массу до объединения. Мне удобнее всего делать это руками, так как тесто в начале замеса будет довольно тугое. Необходимо смешать массу так, чтобы вся мука увлажнилась и получился единый ком. Посмотрите, как собралось тесто. Оставьте тесто на 15 минут для отлежки, накрыв его пищевой пленкой. Так как тесто для лаваша нужно раскатывать в тонкие пласты, нужна хорошо развитая клейковина. Этой вот отлежкой мы запускаем процесс развития и облегчим себе задачу замеса теста. Клейковина в нем разовьется быстрее. Замесите гладкое и нежное тесто. В самом начале оно комковатое и не очень эластичное, но через какое-то время станет гладким. Замешивать можно вручную при помощи хлебопечи, миксера или комбайна. Разделите тесто на порции. Я делю сперва на 6 частей, 3 отбираю для крупных лавашей и оставшиеся 3 кусочка делю еще на двое для небольших лавашей. Каждый кусочек подформуйте в шарик, уложите на какую-то удобную поверхность и прикройте пищевой пленкой, чтобы они не заветривались, пока вы будете заниматься раскаткой. Приступаем к раскатыванию будущих лавашей. Слегка расплющите маленький колобочек из теста для удобства, припылите рабочую поверхность мукой и начните раскатывать тесто в тонкий пласт. Пласт должен быть очень тоненьким. Переворачивайте его во время раскатки, чтобы подпыл из муки распределялся по пласту. На видео видно, что через него даже виден рисунок деревянной поверхности. Небольшие порционные лаваши я пеку на сухой сковороде. У меня самая большая в доме это сковорода диаметром 28 см, а лаваши побольше я пеку на перевернутом противне. Я вам покажу оба варианта. Хорошенько разогрейте сухую сковороду и отправляйте на нее лаваш. Готовится он очень быстро. Как только появились румяные пузырики с одной стороны, переворачивайте на другую сторону. Дело происходит за считанные секунды. Иногда я переворачиваю лаваш 2-3 раза, если хочу зарумянить его больше. В процессе выпечки пузыри надуваются, но затем они опадут. Горячие лаваши укладывайте на увлажненное чистое полотенце, щедро сбрызгивайте водой и сразу же накрывайте. Так мы сохраним эластичность и не дадим лавашам высохнуть.
Тесто раскатайте точно таким же образом, но при этом постарайтесь придать ему при раскатке прямоугольную форму. Выпекать будем на противне. Зажгите 2 конфорки и поставьте сверху перевернутый противень. Уложите на него раскатанное тесто и выпекайте до румяности образующихся пузырей. Можно слегка двигать лаваш, чтобы процесс выпечки шел равномернее. После выпечки сбрызните лаваш водой и накройте полотенцем. После остывания я заворачиваю лаваши в пищевую пленку и отправляю в зип-пакет, чтобы они не высыхали. Употребить их следует в течение 3 дней. Друзья, ставьте лайк моему видео, если оно вам понравилось. Если нет, не стесняйтесь и дизлайкайте. А также напишите мне в комментариях, что из лаваша вы любите готовить чаще всего. Меня зовут Галина Артеменко. Из лаваша я люблю готовить домашнюю шаурму и чипсы. Это канал Жизнь вкусная. Подписывайтесь.